1798 год. Шестой год французских революционных войн, и Франция одерживает верх. Блестящие победы генерала Бонапарта в Италии вынудили Австрию просить о мире. Испания, некогда враждовавшая с Францией, теперь ее союзница. Великобритания остается единственной крупной державой, все еще воюющей с Французской республикой. Мощь британского военно-морского флота делает невозможным вторжение через Ла-Манш. Поэтому французское правительство решает нанести удар по сообщениям Великобритании с Индией, отправив экспедицию под командованием генерала Бонапарта, чтобы завоевать Египет. И если французы добьются успеха и вытеснят британское влияние и торговлю из региона, они нанесут мощный удар по своему последнему крупному противнику. В прошлом году британцы разбили испанский флот в сражении у мыса Сан-Висенте. Однако у Королевского флота сейчас нет крупных сил в Средиземном море. Поэтому французы уверены, что путь в Египет безопасен. Когда британцы узнают, что в Тулоне формируется крупный французский флот, они отправляют контр-адмирала Нельсона с 3 линейными кораблями, чтобы провести разведку. Но его отбрасывает на юг штормом как раз в тот момент, когда французы, имея 13 линейных кораблей, несколько фрегатов и сотни транспортных судов, выходят в море. Бонапарт ускользнул от британцев. Нельсон получает подкрепление, еще 11 линейных кораблей. Узнав, что французы остановились и захватили Мальту, он правильно заключает, что их цель – Египет. Он поднимает все паруса и устремляется на перехват. Британские корабли гораздо быстрее неповоротливой французской эскадры, но ночью, в густом тумане, флоты разминулись всего в нескольких километрах, не заметив друг друга. Не подозревая о том, как близок был успех, британцы стремительно двинулись к берегам Египта. Прибыв в Александрию, Нельсон не видит ни малейшего признака присутствия французов и отправляется на север, чтобы продолжить поиски. Он разминулся с флотом Бонапарта на 24 часа. Французы успешно высаживаются в Египте и начинают продвижение вглубь страны, вскоре одержав знаменитую победу в битве у пирамид. Французский флот остается на якоре в заливе Абукир. Спустя более месяца до Нельсона, находящегося на Сицилии, наконец доходит известие, что французский флот в Египте. Немедленно отправившись к Александрии со своей эскадрой, Нельсон прибывает туда 1 августа и быстро обнаруживает французский флот. Французским флотом командует адмирал Франсуа Поль Брюе де Галье. Он опытный командир, участвовавший в сражении при Чесапике во время Американской революции. Сейчас он редкое явление во флоте Французской республики. 45-летний аристократ, который не бежал за границу и не был гильотинирован. Недавно получивший звание вице-адмирала, он имеет репутацию человека смелого и осторожного в стратегических вопросах. У адмирала Брюе одна цель – сохранить свой флот. Армия Бонапарта полагается на его корабли для связи и снабжения из Франции. Когда Нельсон прибывает, почти треть экипажей Брюе находится на берегу, добывая воду и провиант. Французский адмирал осознает, что избежать сражения не удастся, и готовится к обороне. Его флот, 13 линейных кораблей и 4 фрегата, стоит на якоре в заливе Абукир, выстроившись в линию всего в 1,5 километрах от берега. В центре его флагман
Линейный корабль первого ранга – 120-пушечный «Ориент». Отмели и мелководье прикрывают его западный фланг. Это означает, что при сокращенном составе команды французы смогут обслуживать орудия только на одном борту. Брюе приказывает каждому кораблю скрепляться с соседними спереди и сзади толстыми канатами. Флот должен образовать непробиваемую стену из кораблей, готовую отразить любую атаку. Брюе прекрасно знает репутацию своего противника, контр-адмирала Горацио Нельсона. В прошлом году Нельсона чествовали за его героическую роль в сражении у мыса Сан-Висенте. Но 5 месяцев спустя он лишился правой руки во время неудачной атаки на испанцев на Тенерифе. Оставшуюся часть года он провел на берегу, оправляясь от ран, и потому пропустил британскую победу над голландцами при Кампердауне в октябре, событие, которое настолько огорчило его, что он заявил, будто охотно отдал бы и другую руку за возможность принять участие в той битве. Обнаружив вражеский флот, Нельсон полон решимости вступить в бой и уничтожить его. При этом у него есть веские стратегические основания для столь рискованной атаки на французов. Если Нельсону удастся уничтожить французский флот, армия Франции в Египте окажется отрезанной далеко от дома, в окружении враждебного климата и местного населения. Это приведет к краху экспедиции Бонапарта даже без единого британского солдата, ступившего на египетский берег. В распоряжении Нельсона 13 линейных кораблей третьего ранга, а также 50-пушечный «Леандр» и небольшой шлюп для передачи сообщений. Против 13 французских линейных кораблей и 4 фрегатов силы выглядят примерно равными. Хотя французский флагман «Ориент» со 120 пушками бесспорно является самым мощным военным кораблем в этом сражении. Нельсон выбирает ночную атаку, стремясь использовать осторожность Брюе. Он пойдет вдоль французской линии со стороны моря, и когда его авангард достигнет флагмана «Ориент», корабли Нельсона встанут на якорь. Весь его флот сойдется лишь с половиной французских сил, так как северный ветер не даст остальным кораблям Брюе присоединиться к бою. План Нельсона смел и прост. Но осуществится он не так, как задумано. Британский флот начинает свой решающий заход в 6 часов вечера под всеми парусами, выстроившись кильваторной колонной. 74-пушечный линейный корабль «Голиаф» идет впереди. За ним следуют «Зелос» и «Одейшес». Ветер дует с северо-запада. Море спокойно. У британцев нет надежных карт залива, а значит, есть реальная опасность сесть на мель. Поэтому Голиаф вынужден на ходу осторожно промерять глубину, отслеживая осадку корабля. Когда Голиаф огибает залив Абукир, окруженный отмелями и небольшим островом, британцы поворачивают на юг, чтобы, двигаясь по ветру, выйти к французской линии. Французы все это время следили за приближением британцев, и в 6 часов 20 минут вечера, когда Голиаф входит в зону досягаемости, они открывают огонь. Нельсон всегда поощрял своих офицеров проявлять инициативу. Поэтому, когда капитан Фоли, командующий Голиафом, заметил, что между французскими кораблями и отмелями есть промежуток, он мгновенно решает пройти именно там. Курс Голиафа затем повторят «Зелос», «Одейшес», «Орион» и «Тезеус». Флагман Нельсона, «Венгард»,
теперь поведет остальную часть флота вдоль внешней стороны французской линии. Смелое решение капитана Фоли использует роковую недооценку со стороны адмирала Брюе. Тот предполагал, что из-за отмелей атака с прибрежной стороны невозможна. Теперь авангард французов оказался зажат в клещи, попав под перекрестный огонь, а пушки противоположного борта еще не были готовы вступить в бой. На орудийных палубах едва хватало матросов для их обслуживания. Когда Голиаф проходит перед носом Герье, он дает продольный залп, разя корпус врага по всей длине корабля. Каждый следующий британский корабль обрушивает такой же залп на Герье. Орион берет курс с большим радиусом поворота, чтобы обойти завязавшуюся потасовку в головной части французской линии. Это приводит его к французскому фрегату «Серьёз», стоящему на мелководье. Согласно устоявшимся правилам, линейные корабли обычно не открывали огонь по фрегатам во время крупных сражений. Но когда капитан «Серьёз» открывает огонь по «Ориону», он сам лишает себя этой защиты. Орион воздерживается от выстрелов, пока не поравняется с французским фрегатом, после чего открывает огонь. Мощный бортовой залп буквально разносит французский фрегат на куски. Британская прибрежная колонна становится на якорь, чтобы вступить в бой с авангардом французов, в то время как морская колонна во главе с Нельсоном на Венгарде подходит с другой стороны. Капитаны каждого корабля выбирают себе цель и встают на якорь рядом с ней. Венгард против Спартьят, Минотавр против Аквилона, Дефенс против Пёпль-Суверьен. 5 французских кораблей теперь атакованы 8 британскими кораблями, причем большинство из них с обеих сторон. Беллерафон и Маджестик тоже вступают в бой. Они идут к центру французской линии. Беллерафон намеревается напасть на Франклин, однако проходит мимо и оказывается рядом с грозным флагманом адмирала Брюе Ориентом. Маджестик ошибается в маневре и, сбившись с курса, оказывается сцеплен с Тонаном, вступая в неравный бой сразу с 2 французскими линейными кораблями. К 7 часам вечера начинает темнеть. В 3 километрах к северу последний из британских кораблей «Коллоден», не сумев различить коварные очертания отмелей, плотно садится днищем на мель. Леандр и шлюп «Мьютин» меняют курс, чтобы попытаться освободить «Коллоден». Но это окажется бесполезной затеей. Судьба Коллодена показывает, насколько мало было пространства для маневра при подобном заходе. Французский авангард уже 30 минут находится под мощным обстрелом. Конкеран полностью лишился мачт. Погибает капитан корабля. Треть экипажа выбыла из строя. Он первым спускает флаг. Однако события развиваются не только в одну сторону. Беллерафон терпит серьезное поражение в поединке с Ориентом. «200 человек, треть экипажа, убиты или ранены, а корабль лишился грот и бизань-мачт. Капитан приказывает перерубить якорный канат, чтобы судно вышло из линии огня. Около 8:30 2 запоздавших британских корабля «Свифтшур» и «Александр» наконец вступают в бой. В дыму и сумерках они проходят мимо дрейфующего Беллерафона.
и чуть не открывают по нему огонь по ошибке. Свифтшур и Александр разрывают линию противника по обе стороны от Ориента, обрушивая продольный залп на французский флагман. На Венгарде Нельсону в лоб попадает осколок. Кровь заливает его лицо, и он решает, что настал конец. «Я умер», — объявляет он, — «передайте обо мне моей жене». Однако корабельный хирург быстро зашивает рану, и вскоре Нельсон снова в строю. Раны французского командующего адмирала Брюе, находящегося на борту Ориента, гораздо серьезнее. Страшно раненый в лицо и руки, он затем получает удар ядром, которое отрывает ему ноги. И все же он отказывается покидать палубу и умирает там же. С наступлением темноты Гирье и Спартьят, более 2 часов находившихся под плотным огнем, оба спускают флаги. Примерно в то же время Леандр, отказавшись от попыток стащить Колоден с мели, прорывает французскую линию между Пёпель-Северьен и Франклином, нанося тяжелые удары обоим. Сражение стремительно склоняется в пользу британского флота. Аквилон яростно бьется, меняя курс, чтобы дать продольный залп по британскому флагману «Венгард». Однако сам подвергается продольному огню со стороны Минотавра и в 9:25 спускает флаг. Пёпель-Северьен пытается ускользнуть, перерезав якорный канат и дрейфуя вдоль французской линии. Ориент ошибочно принимает его за противника и открывает огонь. Спустя всего несколько минут сквозь пушечные порты на нижней палубе Ориента замечают отблески пламени. Огонь перекидывается с палубы на палубу, пока огромный французский флагман не вспыхивает от носа до кормы. Все понимают, что в глубине трюма Ориента находится крюит-камера. 30-40 тонн пороха. Все корабли поблизости срочно принимают меры предосторожности. Пушечные порты закрывают. Борта, палубы и паруса обдают водой из помп, заранее готовясь к грядущему взрыву. Французские корабли «Тоннан», «Эрье» и «Меркьюрь» обрубают якорные канаты, надеясь отойти на безопасное расстояние. Около 10 часов вечера огонь достигает крюит-камеры Ориента. Корабль уничтожает колоссальный взрыв, погубив всех, кто оставался на борту, и многих, кто прыгнул за борт в попытке спастись. Погибло более 90% экипажа корабля, около 1000 человек. Мощь взрыва чудом щадит ближайшие корабли, потому что пылающие обломки взлетают вверх и перелетают через них. Ошеломленные, обе стороны на миг прекращают огонь и в оцепенении взирают на это ужасное зрелище. Британские корабли спускают шлюпки, чтобы спасти немногих уцелевших. После 10-минутной передышки канонада возобновляется. Но после ужасающей гибели флагмана французы теряют боевой дух. Свифтшур и Дефенс поворачивают орудия на Франклин, вынуждая его капитулировать. Тоннан, оборвав якорные канаты и не имея возможности маневрировать, беспомощно дрейфует в арьергарде французов. Эти 3 корабля, не имея возможности плыть по ветру, чтобы вступить в бой, безучастно наблюдали за происходящей бойней. На рассвете 2 августа
перед глазами открылась ужасная картина смерти и разрушений. Джон Никол с Голиафа был тому свидетелем. Я поднялся на палубу, чтобы посмотреть, в каком состоянии оба флота, и передо мной предстало жуткое зрелище. Вся бухта была покрыта трупами, изуродованными, ранеными и обожженными. На них не осталось ничего, кроме брюк. Весь французский авангард был либо захвачен, либо уничтожен. Эрье и Меркьюр сели на мель, отчаянно пытаясь спастись от взрыва Ориента. 4 оставшихся в строю французских линейных корабля теперь попытаются пробиться на волю. 2 из них также сядут на мель. Лишь Женерье, Гильом Тель и 2 фрегата ускользают от гибели. Капитан Гильом Телля, Пьер-Шарль де Вильнёв, подвергнется жесткой критике за то, что не смог принять более активное участие в сражении. Спустя 7 лет, уже в качестве командующего флотом, он вновь сойдется в бою с Нельсоном при Трафальгаре. Британские потери составили 218 человек убитыми и 678 ранеными. 3 корабля – Беллерафон, Маджестик и Колоден – сильно повреждены. Французы потеряли около 1700 человек убитыми и более 3000 пленными, многие из которых были ранены. 2 линейных корабля и 2 фрегата затонули. 9 кораблей были захвачены. Из них 3 оказались настолько повреждены, что восстановить их было невозможно, и их предали огню. Оставшиеся 6 перешли на службу в Королевский флот. В довершении всего большая часть казны, на которую генерал Бонапарт рассчитывал финансировать египетскую кампанию, пошла ко дну вместе с Ориентом. Блестящая победа Нельсона у Нила имела крупные последствия. Баланс морских сил в Средиземном море резко качнулся в пользу Великобритании. Экспедиционные силы генерала Бонапарта в Египте оказались отрезанными. Сам командующий, правда, вернулся во Францию на следующий год, но его армия сдалась в 1801 году. Французский гарнизон на Мальте также капитулировал, и остров стал британским протекторатом. Французское поражение вдохновило ее противников на создание новой, второй коалиции, и тем самым возобновило войну. Нельсон стал героем. Его чествовали при королевских дворах от Лондона до Санкт-Петербурга и Константинополя. Он получил драгоценности, медали, парадные шпаги и, наконец, то, о чем давно мечтал. Титул барона Нельсона Нильского. Битва при Ниле стала одним из самых решающих и сокрушительных морских сражений в истории. Некоторые историки считают, что в военной карьере Нельсона именно она была наиболее значительна. Но сражение, навеки связавшее имя Нельсона со страницами мировой истории, произошло спустя 7 лет у мыса Трафальгар. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, ссылка будет в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Джону Владимирову, Сергею Резнику, Виктору Уманцу и Иосифу Божичу.